В современном офисном небоскребе в самом центре Чикаго, где стеклянные фасады отражали шумный мегаполис и бесконечные потоки машин, утро начиналось с привычной спешки. Сотрудники готовились к завершению важного проекта. Несколько недель шли переговоры между двумя крупными корпорациями, и сегодня должен был состояться финальный этап соглашения. Офис сиял чистотой и аккуратностью, но в этот день штатная уборщица неожиданно заболела, и уборка сорвалась. Времени искать замену не было. Ранним утром, когда на этаж только начали приходить сотрудники, молодая женщина убирала холл на 42-м этаже, прямо перед залом конференций. Никто не обращал на нее внимания. Серый рабочий костюм, кепка, опущенная на лоб, резиновые перчатки на руках. Она двигалась быстро и методично, будто каждый ее жест был частью отточенного ритуала. В это время в офис зашел молодой мужчина, сын известного миллионера, привыкший к роскоши и особому вниманию. Он не был сотрудником компании, но часто появлялся здесь благодаря связям отца. Его присутствие почти не замечалось сотрудниками, кроме раздраженного взгляда. Он, не замечая ведра с водой посреди холла, случайно или намеренно толкнул его ногой. Вода разлилась по блестящему полу. Женщина отступила в сторону, избегая брызг. Он даже не посмотрел на нее, лишь с легкой ухмылкой прошел мимо. Через час началась долгожданная встреча. В зале собрались представители обеих корпораций, включая отца юноши и генерального директора партнерской компании. Когда дверь открылась, вошла та же женщина, уже в строгом деловом костюме. Она уверенно прошла к столу и села рядом с руководителем компании своим мужем. Отец молодого человека мгновенно понял, что произошло. Его лицо оставалось спокойным, но атмосфера в зале мгновенно изменилась. Без криков и обвинений сделка была отменена. Партнеры отказались подписывать соглашение, сославшись на изменившиеся обстоятельства. Позже в кабинете отец вызвал сына. Разговор был коротким. Доступ к счетам, машинам и деньгам был заморожен. Молодой человек впервые ощутил, что богатство и связи не заменят личной ответственности. А женщина, которая утром мыла пол, вернулась домой с мужем, генеральным директором. Она не испытывала злости или мести. Она просто знала, кто есть кто. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.